Меня зовут Маргарита, и в этом мы с вами разберем, как работать с лендингами, какие есть стандартные темы лендингов, и разберем хорошие платные темы. Начнем с Memeన్స్. Это платная тема. Выглядит она весьма свежо, содержит ответы на вопросы в виде гармоники, циферки, различные слайдеры, оформленные очень красиво в вид, как будто бы это планшет. Также тарифные планы и, конечно же, несколько призывов к действию. Как я уже говорила в прошлых уроках, то лендинг — это именно призыв к действию. Давайте рассмотрим, что хорошего есть именно в этом лендинге. Во-первых, у нас нет меню. В принципе, это допустимо. Но появляется стрелочка «Подняться наверх». Довольно удобно. Также сразу же идет строка, меняющая свое положение. И сразу же для тех, кто уже знает наш продукт, призыв к действию «Получить сейчас». Далее идет красивенький слайдер с компьютером. Нет нигде переключателя, то есть пользователь не думает, что ему надо что-то перетаскивать, что-то переключать, даже это невозможно сделать. Такое разбиение получается за счет того, что у нас верхняя фоновая часть с двумя элементами и нижняя, если вот разбирать в конструкторе, допустим, идет со сдвигом. Или же, допустим, вот эта вот часть со слайдером идет здесь же, но со сдвигом вниз. Надпись, какие-то кнопочки, все интерактивные, что весьма удобно и красиво. И здесь можно узнать поподробнее, но это все идет на нашу страницу. В принципе, можно сделать здесь выдвигающееся какое-то окно с эффектами красивенькими, или, допустим, просто расширение, как сделано вопросом. По поводу вопросов. Здесь все оформлено в той же самой теме. Хорошо то, что здесь, допустим, все они по стандарту цвет меняется у нас. Здесь обратно цвет меняется, то есть здесь кнопочки с белого на оранжевый, а здесь с оранжевого на белый. Это, в принципе, мелочи, но стиль один сохраняется, а необычность привносит. Далее вот эти вот циферки можно, в принципе, анимировать. Ну, здесь решили не заморачиваться, потому что и так много всего интересненького. Конечно же, это вот отдельный блок такой небольшой. И, конечно же, слайдер. Слайдер здесь уже можно крутить. Я бы поставила еще автотаймер, чтобы он самостоятельно крутился через некоторое время. Но так, к сожалению, не сделали. В принципе, мне кажется, лучше бы он самостоятельно перекручивался и были возможности дополнительно узнать. Тарифные планы. Посередине обозначен самый такой популярный обычно. Причем он, видите, выделяется. То есть сама компания не сильно хочет, чтобы брали платный тариф. И, в принципе, бизнес-тариф не так часто люди закупают его. Поэтому оптимально выставлять самый средний, посерединке и делать его другим цветом, чтобы он, скажем так, выделялся. Кнопочки тоже у нас цветные. К сожалению, вот здесь цвета не добавили. Лучше бы переделали на белый, было бы хорошо. Или тоже можно было на серый сменить. Далее снова говорится, что у нас есть пробный период, и вы не хотите ли стать нашим клиентом, как и сверху. Это снова призыв к действию. Снова у нас небольшой слайдер с отзывами. В принципе,
довольно маленький, из 2 страничек состоит. Конечно же, я бы его пустила полностью по карусели, то есть, чтобы не перескакивал назад, а было следующим. Ну, решение как решение. И последнее это компании. Хорошо оформлено, в разных цветах, довольно плавно и лаконично. Ну и, конечно же, контактная форма. Как без контактной формы в самом конце. Данный лендинг очень удобный и красивый. Мы можем оформить, допустим, покупая данную тему другой. Вот он уже чуть-чуть по-другому выглядит. Или это тот же? Сейчас посмотрю. Допустим, вот этот. Да, вот здесь у нас нет поля email. То есть, покупая платные темы, зачастую, вот, кстати, анимация, мы покупаем несколько тем одного типа, что весьма-весьма удобно, красиво. И первая такая, которую предлагают нам, уже другая картинка, немножечко другие анимации. Здесь вот интересно приписали, чтобы не листать, сразу же написали цену. А давайте посмотрим, как он будет выглядеть в мобильной версии. Здесь, к сожалению, нельзя. А мы сделаем вот так. Посмотрим нашу мобильную версию. Ну что ж. Все отлично сделано. Можно лист... Ага. Ага. А вот это, конечно, нехорошо. Вот это, конечно, очень нехорошо. Ну, вот такие вот моменты надо и исправлять. Да, вот здесь сделано как раз-таки, потому что еле-еле помещается на маленьких устройствах покупка, и поэтому здесь сделана, приписан как раз цена с кнопкой. Ну, вот это, конечно, очень печально, что они так сделали. Кнопочка. Кнопочка работает. Здесь анимация не работает. И контактная форма, в принципе, как всегда, красивая. Ну что ж, перейдем к следующему нашему примеру. Это тоже платная тема, доступная в WordPress. Давайте ее рассмотрим. Здесь сразу же нас встречает контактная форма. Небольшая довольно-таки тема, но довольно эффективная. Как у них написано на сайте, поднимает продажи, если используют такую тему, потому что она необычная, яркая. Не так часто делают настолько контрастные темы, то есть красный с серым, довольно запоминающиеся цвета. И не знаю, почему у меня ассоциируется с некоторыми играми. Вот, допустим, для сайта игр будет отлично смотреться. Ну, теперь рассмотрим целые пакеты, которые предлагают нам установить и выбирать уже тему под свои потребности. Здесь, как написано, более 600 тем. Все они являются бесплатными при условии покупки этого пакета. Также можно посмотреть на демо каждого из пакетов. Вот такой, с циферками. Ну вот довольно простенький лендинг у нас. Очень простенький, хотя, да, наверное, это даже не лендинг. Какой-то небольшой сайтик просто. Ну, хорошо сделано все, ничего лишнего, не придрешься. И вот этот из тех 600 тем мне понравилось веб-сайтов своей необычностью.
Давайте же разберемся, что здесь такое. Откуда вот эти вот переходы и как это сделано. Для того, чтобы понимать и видеть, как сделаны хорошие сайты и делать наши сайты, нам нужно разбирать именно хорошие сайты. К хорошим сайтам я этот отношу. Допустим, посмотрим на контактную форму. Здесь все в том же стиле. Давайте разберем ее. Что здесь? У нас есть общий фон. Вот такой. Скорее всего, большая часть этого фона просто заливка цветом. То есть теоретически вот здесь может качаться этот рисунок. Меню привязано, и логотип наш уменьшается, что не может не радовать. Также вот эта граница весьма интересная тем, что ее можно сделать несколькими способами. Первое — это сделать картинку, вот, допустим, вот эту полностью картинку. Или второй — это сделать разбивку, то есть наше поле, которое разделяет два блока, с картинкой. Мне кажется, здесь применен именно этот вариант. Ну и, конечно же, дальше уже все компании и так далее. Давайте перейдем в главную страницу и там посмотрим, как это сделано. Смотрите, здесь не так много расстояния. Мне кажется, что вот это все, это непосредственно один рисунок, включая вот эту часть снизу. Скорее всего, кнопка относится к верхней части. Дальше идет следующая картинка фоновая. Вот здесь или разбивка, или часть уже нижней картинки, то есть белый цвет он разделяет, но есть градиенты, такие прекрасные перебивочки, как будто акварельные, отлично подходящие для детских сайтов. Причем, учитывая, что здесь еле-еле вот прослеживается не полоска даже, а конец предыдущего сайта, вот здесь вот видно, слайда, то аналогично можно предположить, что где-то вот здесь проходит граница. Далее интерактивно все показывается. Аналогичная граница и сдвинутые картинки. Сдвинут они для большей подвижности сайта, как будто не блочности, а именно всеобщности, наверное. Ну и можно прочитать какие-то там темы. Так, теперь приступим к разбору тем на WordPress, которые являются бесплатными. Для начала мы, чтобы найти удобную для нас тему, заходим на WordPress.org и вбиваем, допустим, вот эту тему. Мы можем, конечно, посмотреть там, но если мы уже нашли что-то интересное, давайте посмотрим. Здесь мы видим небольшое превью и сколько ее скачали за последнее время. Мы можем посмотреть превью, как она смотрится на WordPress. То есть именно вот это вы получите, как только ее скачаете. Ну, то есть какие-то статьи, подвал, картиночки, календари, поиск и вот название. Это, конечно же, все прекрасно, но давайте посмотрим на демо-версию. Итак, демо-версия нашего сайта. Это все картинка, потому что почему-то у этого, конкретно у этой темы демо-версия не работает, она там будет снизу. Посмотрим так. Здесь есть метрика, какие-то работы, отзывы, слайдер, снова командные и контакты. Ничего необычного. Можно сразу ее скачать, посмотреть документацию. Тема, скажем так, довольно стандартная, но выглядит довольно свежо и хорошо. Также на WordPress есть вот такая тема. Это тоже демо-версия, непосредственно уже, которую можно посмотреть, как-то
организовать. Данная демо-версия похожа довольно-таки на портфолио. Ее можно превратить в портфолио. Можно оставить одну страницу для лендинга, просто, допустим, лендинг фотографий. Да, ну, все стандартно, все стандартно и красиво. Итак, посмотрим еще один лендинг. Тут у нас сразу говорится кнопка вызова, то есть кнопка, которая поддевает человека, чтобы он к компании присоединился, купил товар или что-либо еще. Также говорится, давайте сейчас протестируем это все. Представляются какие-то хорошие варианты, то есть здесь представляются тема, блока, документация. Ну и каждый блок соответствует какой-то кнопке. Заметьте, каждый. То есть вот это пример, скажем так, настоящего классического лендинга, когда призыв, да, вот это вот разбивочка, кстати, когда призыв к действию сопровождается, наверное, она должна быть снизу. Да, она, наверное, вот здесь должна быть, потому что цвет ее отличается. Ну ничего. Каждый кусочек сайта сопутствует призыв к действию. Именно такими, по мнению, скажем так, маркетологов, и должны являться лендинги. Далее посмотрим еще одну хорошую тему. Вот это вот очень интересное решение. Оно не столь необычное, но довольно запоминающееся. Да? Эта тема есть платная версия, есть бесплатная. Ну, то есть разные маленькие кусочки темы могут быть доступны. Здесь вот подписочка и, конечно же, различные вопросики. Сейчас мы их не посмотрим. Ну и наш слайдер. Конечно, неудобно, что он так... Ага, он состоит из двух, поэтому так пролистывает. Мы можем протянуть вот так. Немножечко сломанный слайдер. Такого не должно быть. Когда вы будете делать сайт, лучше за подобными вещами смотреть. Ну и контактная форма. Все логично и лаконично, можно сказать. Итак, перейдем в Elementor. Мы создали новую страницу. Также мы можем посмотреть здесь из, допустим, уже установленных. Или же поискать новые. Да, то есть многие нам доступны версии Pro. Некоторые мы можем прямо сейчас использовать. Давайте что-нибудь из этого попробуем на конструкторе. Да, отличный лендинг. Мы его качаем. Так, здесь надо регистрироваться. Я сейчас это делать не буду. Тогда перейдем сюда. Посмотрим обычные бесплатные версии. Вот она как раз с технологиями. И ее мы и будем использовать. Здесь вот она, вот эта вот версия профессиональная, которую я только что показывала. Ну и есть дополнительные страницы. То есть из этого лендинга можно сделать отличные, скажем так, страницы для общего веб-сайта. То есть что делается? Добавляется сверху меню и добавляются переключатели между различными страницами. И в принципе сайт у вас уже готов. В этом и огромные плюсы непосредственно конструкторов. Можно сделать это довольно легко и быстро.
Наша тема подключилась. Теперь посмотрим, что у нас здесь есть. Так. Цифры. Угу. Вот, как видите, изображение без фона немножечко сдвигается наверх, и от этого создается целостность сайта. Хотя на самом деле сайт блочный. То есть все здесь состоит из блоков. Ну, это же Elementor. Да, вот так. Для того, чтобы вам сделать лендинг, вы берете, допустим, штрих-код интересно, можно поставить, допустим, QR-код сюда, и переименовываете все, что вам нужно. Ну, допустим, вот так. Так. Все ссылки обязательно заполняем. Здесь можно какие-то опции, допустим, открывать в новом окне. Довольно интересная опция, потому что если, допустим, ссылка у вас ведет на это же лендинг, ссылка у вас может вести на ваш основной сайт, и поэтому открытие в новом окне довольно удобно для того, чтобы не покидать ваш сайт действующий и не покидать ваш лендинг. То есть подобная практика применяется для большинства сайтов. Далее мы можем смотреть, что мы текст как-то дополняем, тип, допустим, информирование. Но это нам пока не интересно. Иконку, позицию ее. То есть мы можем изменить на вот такую. Да. Здесь, в принципе, подобрано оптимальное решение. Оно довольно хорошо смотрится, потому что текст и иконка. Стили. Мы уже все это рассматривали на прошлых уроках. При нормальном поведении и при, допустим, наведении я могу изменить цвет на... Ну, давайте пока что красный поставим. Да, вот он заменяет наш цвет. Вообще лучше будет какой-нибудь серый. Это розовый. Вот, отлично смотрится. В принципе, интерактивно. Здесь все остается на месте. Далее. Давайте посмотрим на общий вот этот вот. Посмотрим на его бэкграунд. Интересно. Что это за картинка тогда? Откуда она взялась? Может, со стиля пришла. Так. Интересно, откуда эта картинка? Так, ну ладно, можно, в принципе, здесь долго разбираться, откуда эта картинка пришла. Продолжим. Небольшая разбивочка с информацией. Обычно сюда вставляется что-то интересное. Иногда это какие-то факты о вашей компании, какие-то интересные данные и так далее. Цифры, конечно же, можно анимировать. Здесь вот как раз есть, насколько я понимаю, анимация от 0 до 889. Контакты. Снова призыв. Давайте рассмотрим, в принципе, учитывая, что это лендинг, давайте рассмотрим, сколько у нас здесь призывов. Ну, самый первый нас встречает, далее разбивочка, призыв снова нас встречает, и снова какие-то дополнительные информации, которые просят нас перейти узнать. Вот, допустим, хорошо работает, когда лендинг у нас одностраничный, и переход идет на снова же наш главный сайт, только на, допустим, статью с этим
превью. Далее снова призыв. И все, да. То есть 4 больших призыва к действию у нас имеется. Итак, что здесь мы можем еще сделать? Мы можем, допустим, дублировать наше окно. По нажатию правой кнопки мыши мы дублируем, и вот оно появилось. Допустим, заменяем картинку, заменяем число на 0, 5, 3, 4. Изменяем, переносим его в самый конец. Вот мы расширили, допустим, если нам нужно чуть больше или чуть меньше. Здесь оно все автоматически подстраивается, за исключением некоторых моментов, когда немножечко... Так, вот здесь. Да, то есть, смотрите, я сейчас чуть ли не попала на вот эти блоки. То есть, вот здесь сверху есть все равно зона. В конкретном блоке можно ставить... Так, извиняюсь. Вот, допустим, видите, вот сюда бы он попал. Нам это не нужно, мы его сверху ставим. Ну и, конечно же, здесь можно все изменить, все подстроить. В принципе, тема довольно успешная и красивая. На этом мы наше занятие заканчиваем. Сегодня мы разобрались, как строятся лейдинги, для чего они, в принципе, нужны. И посмотрели несколько хороших платных и бесплатных тем.